Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Накануне нового месяца вас ждет Таро-прогноз на ближайшее будущее. Этот расклад Таро для всех знаков зодиака на 12 домов гороскопа. Можете просто послушать как потоковое чтение, подсказки, советы, инсайты, о чем важном хотят вам поведать карты Таро сегодня. Напоминаю, что 12 домов гороскопа – это расклад, но по сути на 12 карт, на каждый дом, дом Овна, дом Тельца, ну и так далее по кругу, и каждый из домов отвечает за те или иные аспекты в личной жизни. Дом Овна за личность, дом Тельца за ресурсы, дом Близнеца за коммуникации, дом Рака за родственников, дом Льва за активность, успех, бизнес, игры, дом Девы за работу, карму и труд, да? Дом Весов за партнерство, ну, в том числе и бизнес-партнерство, договора, контракты, обязательства, ну, и это вообще карта, дом партнера именно. Дом Скорпиона за кризисы, кризисы, трудности, да, сложные ситуации. Дальше у нас идет дом Стрельца. Это стремление, направление, обучение, ну или какие-то прогрессы, стремления, я говорил, да, и достижения, да. Дом Козерога у нас обычно вот это дом именно карьеры и успеха какого-то, да. Но иногда это дом каких-то и неожиданностей. Дом Водолея. Это дом признания, дом личности и, ну, как таковой дом самореализации и выражения. Да, вот так вот. Ну и последний дом Рыбы. Это дом эзотерический, мистический, магический, дом скрытого, тайного, потустороннего, паранормального и непонятного. Ну, в общем, все, что скрыто. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. Может быть, будут какие-то советы, еще дополнительные карты, не знаю. Ну, начнем с дома Овна. Смотрите, этот расклад может быть на ближайший месяц, ну, например, какой следующий у нас месяц? Март. Если вы смотрите это видео в другом месяце, оно подходит на любой момент просмотра, да, то есть когда вы нашли это видео, ну, значит, на другое время. Можете посмотреть на год какие тенденции, то есть по месяцам и так далее. Можете особенно на свой знак зодиака. Сейчас мы будем смотреть дом Овна, ваша личность. Так у вас вот, вы накануне прорыва, вы вот что-то собирались делать, и вот то, что вы собирались делать, скорее всего, вам вот надо делать. Но здесь и сейчас вы находитесь в состоянии «я собираюсь сделать, но я еще это не сделал». То есть ваша личность хочет что-то делать, но пока этого не делает. Она готовится что-то сделать. Вы подкачиваете колеса на своем автомобиле, меняете масло, даете своей улитке покушать, то есть заправляете автомобиль, да. Вот эти вот вожжи, да, поводья или вожжи, как правильно, да, вожжи, наверное, все-таки одеваете, да, на рога улитки. То есть вы долго собираетесь, долго запрягаете, но вы в целом, вас карты видят как успешную личность с амбициями, которая неторопливо к чему-то готовится. У вас еще столько планов нереализованных. У вас еще столько возможностей нереализованных. У вас еще столько скрытых амбиций, которые вот, даже они, может быть, уже не скрытые, да, они, может быть, уже и рвутся на поверхность, эти амбиции, да, вот, может быть, вы хотите их реализовать или собираетесь.
В общем, вы готовитесь к какому-то движению, но пока стоите на месте. Может быть, что-то останавливает, может, сами не торопитесь. Ну, вот вы в таком состоянии. То есть, по сути, карты также видят ваш дом личности как личность с большим нереализованным потенциалом, который есть куда ехать, стремиться и так далее. Может, вы там хотите, собираетесь автомобиль приобрести, или наоборот поменять его, или там, ну, что-то с движением, да, может быть, съездить куда-то, в командировку какую-то и так далее. Окей. То есть, по сути, вы на пороге какого-то движения, да, движухи, как некоторые, ну, вы поняли, да. Не буду пачкать эфир. Дом ресурса. Вот у вас в ресурсе, в вашем потенциале любовь, сближение. Вообще руна Геба – это слияние, обычно карта слияния. Вот если вы присмотритесь, в этой карте есть руна Геба. И тот, кто угадал, где она, я вам ее сейчас покажу. Геба здесь показывает вот этих двух людей, как бы они перекрещены, да, видите, как будто бы они один из другого растут, но и цветы тоже, видите, крестом идут, да, ну, связаны. Так вот, в доме Тельца ваше здоровье и ваша любовь есть вашим потенциалом. Ваши деньги и ваше здоровье зависит от отношений вообще, от любви вообще, от любви в частности и от отношений в частности. То есть, по сути, карты говорят, чтобы быть здоровым и богатым, тебе нужно любить как минимум себя, и тебе нужно искать отношения, налаживать отношения, двигать эти отношения к чему-то, да, к какой-то цели. По сути, у тебя первые две карты, ты находишься в стадии или на стадии принятия и слияния чего-то, что сделает тебя богаче, здоровее, и это связано с любовью и отношениями. Еще раз, эти отношения могут быть как к самому себе, ну давайте, если это с точки зрения психологии расклад, так и на кого-то экстраполировать это можно, если это вы гадаете на кого-то, да, вот так. Ну, как гадание смотрите, потому что это все можно смотреть с разных сторон, потому что это все абстрактное ядро, да, неточное, но формирующая реальность, да, тот, кто может находиться в этом состоянии и там, ну, тут обычно выигрывает, да. Ну, так устроено. Хорошо, давайте посмотрим. То есть, скорее всего, вы стоите накануне примирения и сближения с каким-то человеком. Может быть, у вас будет поездка к кому-то навстречу. Может быть, просто вы встретите кого-то в пути. То есть, у вас в этом потенциал. Очень хорошие шансы на то, что вы встретите свою любовь или встретите любовь к себе, или познаете свою любовь, или познаете любовь к себе. Но как внешнего человека, так и к себе внутреннему. Ваши друзья, ваши отношения с друзьями, ну и ваш обмен информацией. С друзьями вас будет волновать мужчина, знак зодиака Скорпион, рыба или рак. И вы будете часто встречаться с мужчиной. Мужчина может часто встречаться с женщиной. Тут, кстати, и здесь водные знаки. Вода, вода, вода. Рак, здесь без разницы, какой водный знак. А здесь Скорпион. То есть у вас возникает некое сближение, частое сближение, вы будете часто видеть, часто коммуницировать с человеком, скорее всего, с мужчиной, ну, для женщин особенно, да, актуально. Ну, а мужчина может с какой-то другой партнершей, партнером, да, там, партнерами, вы уже сами будете определяться, кому ближе, кто. И это может, то есть вы будете чаще видеться, это может
укреплять ваш внутренний потенциал и ваши чувства. Возможно, знакомство, внезапное знакомство, а возможно, появление человека просто в вашем поле, который будет волновать ваши чувства прежде всего. Но эти чувства и будут вас побуждать к каким-то активным действиям. По сути, ваши активные действия перманентно будут зависеть от неких чувств. Слышите, почему? Потому что здесь и потенциал, и здесь вот такое вот постоянные импульсы идут. Это в доме близнеца загадывайте желание. Пока что на встречу, на чувства, на поездку, на переезд, на любовь, на отношения. Выбирайте сами, заказывайте у Вселенной. Кстати, отремонтировал часы. Кто заметил, кто не заметил, год они в ремонте были. Итак, я думаю, что вы загадали свое желание встретить, наверное, да, встретить долгожданное, да, я не буду говорить, что это мужчина там, например. Тем не менее, вы часто будете волноваться по поводу какого-то мужчины или женщины, и эти волнения могут во что-то перерасти. То есть мы видим пока что знакомство прослеживаем. Давайте в дом перейдем рака. Ну, это дом родственников. Это дом детей и родителей. Что там? Ой, здесь 12-й аркан. Готовьтесь к каким-то трудностям. Может быть, даже, я, к сожалению, скажу, неприятностям. Но либо дети, либо родители, или в вашем, давайте так скажем, отчим доме может быть сложная ситуация, которая зависит, может быть, и от вас. Потому что на вас расклад, то есть от вас будет зависеть, насколько будет легко вашим родным. И, возможно, даже придется и поволноваться по поводу этого. Но, опять-таки, ваши отношения – это ваши отношения. Отношения с вашими родственниками – это отношения с вашими родственниками. Но эта карта самая сильная, поэтому отношения с вашими родственниками, которые могут быть не самые легкие, они выйдут на первое место. А вот отношения в отношениях, они будут играть второстепенную роль. Но, опять-таки, ресурс у вас-то в любви и в отношениях, соответственно, любовь и отношения помогут вам вырулить вот здесь. Поэтому вы будете где-то в такой волнительной ситуации между двух огней, где с одной стороны родные, близкие, мама, папа, дети, кто-то из них, и сложная ситуация там, которая потребует внимания туда, и свои отношения, своя личная жизнь. То есть вы будете где-то на таком шпагате, где нужно будет грамотно балансировать. Именно балансировать, это весы, баланс, чтобы иметь наименьшие потери. Помня о том, что любовь к себе является в первом приоритете, но родные и близкие важны при этом. Слышите? Сейчас может быть такое противоречивое чувство внутри, но для чего-то вам этот расклад нужен, для того, чтобы где-то прожить этого хендингмена. Окей. Дом ваших энергетик, дом вашего азарта, дом вашего бизнеса, дом ваших интересов, энергии, либидо, она вся здесь, и энергия сексуальная и так далее. Здесь прямо у вас будет какая-то сильнейшая перемена. Выпадает 13-й аркан, и смотрите, 12-й, 13-й, видите, как интересно комбинации падают. В вашем энергетическом поле будет серьезная перемена. О чем это? Смотрите, здесь может быть, во-первых, вас может что-то сильно истощать. То есть вам нужно будет очень много энергии тратить на родных, близких. Поэтому будьте осторожны, рациональные, внимательные, в этом. То есть не, как говорится, не разбивайте себя о проблему с родными близкими, потому что это для вас истощающая
рядом, да, 12-й аркан порождает 13-й. Видите, как идет математически прям 12-13. Они идут в таких домах, что ваша энергия уходит. Поэтому вам важно акцентировать все время внимание вот здесь. Даже и здесь она немножко эгоистичная, эта карта. Почему? Потому что, любя себя, вы себя никогда не будете бить о 13-й аркан, понимаете, да? Об аркан вот этот вот, да, который называется 13-й аркан. Я не буду его назвать, YouTube не любит этот аркан, да, почему-то, когда говоришь его, там начинает ролики прям буксовать, да, не знаю почему. Ну, не знаю, знаю почему, но так устроен этот YouTube, да. Так вот, ваша задача не растерять энергию, и ваша задача будет энергию копить вот здесь, больше принимать. Вот вам нужно будет обнимашки, вам тоже нужно будет внимание и так далее. То есть ваша энергия будет нуждаться в пополнении, поскольку раздавать вам ее придется, исходя из любви к кому-то, но и из любви к себе, и из любви к тому человеку, с которым вам нужно выстраивать отношения. Поэтому вас ждет серьезное испытание, которое в конечном итоге покажет, хватит у вас сил на какие-то вопросы, как минимум с родными близкими, или их может не хватить. Потенциально, есть ли у вас силы? Да, поэтому я вроде бы как могу предположить, что силы-то у вас есть, но расходовать их нужно достаточно рационально, без суеты, без спешки и не перепрыгивая через себя. Вот почему-то такой идет поток. Хорошо. Следующий дом – дом Девы. Дом Девы – это обычно вот именно работа или на работе, или в семье. Тут уже смотрите, что вам актуальней. Я посмотрю, исходя из расклада, я пока вижу вот все-таки больше в семье это будет какая-то работа. Но, опять-таки, там мы еще не открыли дальше карьерные дома и так далее. То есть посмотрим и там, если вернемся, то вернемся. Так, давайте так. В работе у вас может быть результат. Но точно так же этот результат у вас может быть и в семье. А учитывая то, что это 9 жезлов, этот результат будет достигнут у вас, но путем, знаете, таких не с первой попытки, это раз, и он будет не самый безболезненный. То есть, как на работе, так и в семье, как, допустим, муж-жена, допустим, да, вы получите то, к чему стремитесь, и возможно, это получение будет связано с неким дискомфортом или с некими болезненными ощущениями, которые вам придется прожить. Почему? Потому что тут по 9 жезлов у нас достижение через, боль, да, или через катарсис. Да, по-другому никак не скажешь. Поэтому давайте так скажем, как на работе, так и в семье вы получите на то, что к чему стремитесь, но безболезненно это не получится, к сожалению. Окей? Не без жертв, как говорится. Да? Придется чем-то пожертвовать. Следующий дом, вот у нас уже идут зеркальные дома от 7 дома. И вот мы увидим вы на колеснице. И с кем вы, куда вы, к кому вы едете или к чему вы стремитесь. А вы действительно хотите совершить некий прыжок. Может быть, проапгрейдить себя. Может быть, поехать куда-то подальше, убежать. То есть у вас возможно изменение своего навыка, образования, то есть повышение скилла какого-то, да. А у вас может быть личностная трансформация. У вас может быть побег, вы куда-то, может быть, убежите. Но вам будет очень трудно убежать. Видите, у вас 12-й аркан. Из-за родственников вам сбежать тяжело, да, тут трудно. Но вас, как партнер
в партнерстве есть любовник или любовница. Это карта именно любовника, как мужчины, ну, любовницы, как женщины. То есть у вас может быть спонтанный импульс на какие-то любовные приключения. В отношениях стабильности не может быть по этой карте. Эта карта нестабильная. Но она целевая. То есть, если вы будете искать стабильного клиента, партнера, мужчину или женщину, то вы его найдете. Но, опять-таки, здесь эта комбинация дает вам необходимость или вынуждает вас активно действовать и уходить с того места, в котором вы сейчас находитесь, к совершенно другому месту, в котором вы еще, скорее всего, не были, но вам туда нужно попасть. Для чего? Для того, чтобы завершить что-то, заключить какой-то договор, контракт подписать или найти того человека, с которым вы можете быть вместе. Поэтому карты говорят, ваш партнер не находится в том месте, где его ждете сейчас вы. И для того, чтобы его найти, вам придется двигаться совершенно в другое место, которое может быть вашей целью или связано с вашей целью. Тем более у нас в доме кармических отработок есть сама по себе цель. Поэтому, возможно, хотите вы этого или не хотите, вам придется выполнить ту цель, к которой вы стремитесь, чтобы достигнуть необходимого договора, необходимой цели, ну или необходимого результата с партнерами, как бизнес-партнерами, если таковые у вас есть, так и партнерами по сближению на личном фронте. Поэтому здесь расклад говорит так. Хочешь партнера? Двигайся, скачи, не сиди на месте, балансируй между необходимостью и своими интересами. Растягивайся на канате, да, как на растяжке между двумя вариантами, балансируй, да, выходи из сложной ситуации, двигай свои ресурсы, чтобы твоя конечная цель была реализована и достигнута, да. Только в таком, в такой динамике или в таком стиле ты сможешь достигать того, чего ты хочешь в конечном итоге с партнерами. То есть, по сути, статичное состояние или статичная ситуация с партнером не даст тебе результата как в личной жизни, да, так и допустим, в работе или в бизнесе. Окей. Хорошо, следующий дом номер 8, и это дом кризисов. Да? Давайте посмотрим, где кризис, в чем кризис и как может реализоваться кризис. Кризис у вас первое, то есть у вас может возникнуть финансовый кризис. 4 пентаклей, то есть если вы рассчитываете на скорую прибыль, то скорой прибыли не будет по этой карте. Поэтому в ближайший месяц грандиозных перемен с деньгами, сами понимаете, по 4 пентаклей они резко. Но и без денег вы не останетесь. То есть сильно много не получите, и вам придется экономить. Вот в этих условиях у вас, получится преодолевать кризис. Кризис в чем? Двигаться вам будет тяжело, а вам надо двигаться. То есть у вас вот и получается, что вам с одной стороны надо двигаться, а с другой стороны кризис в том, что у вас остановка, и как минимум финансовая. То есть, возможно, вам для того, чтобы двигаться, нужно будет намного больше финансов, а финансов у вас не так и много будет, да. Но, возможно, у меня такое ощущение, исходя из любви к себе, а здесь у нас вот этот дом, он зеркалит уже вот этому дому. То есть, по сути,
с чем может быть, чем может быть излечен кризис, да, то есть ресурсом, естественно, всегда, да, то есть когда мы проживаем кризис, мы палим свои ресурсы. Соответственно, для того, чтобы преодолеть кризис, вам нужно будет тратить на себя любимого или на себя любимую то, что вам тратить прямо жалко на себя. То есть вам нужно будет как бы из кожи вон лезть, чтобы этот кризис преодолеть. Ну, знаете, как где-то это будет как в казино, да, что вы там тратите, а вы не видите, что вы получаете результаты. Вы, может быть, даже будете проигрывать. Но сила любви и щедрости по отношению к самому себе где-то, скорее всего, будет помогать вам преодолевать этот кризис. То есть у вас будет дефицит финансов, дефицит ресурса, но из любви к себе вы будете его изыскивать. То есть, как не потратить на себя любимого или на себя любимую? Но и кризис, который связан финансово со своим любимым и со своей любимой, да, между полами, да, тоже может быть. Поэтому, если вы рассчитываете на то, что ваш любимый или ваша любимая расщедрится в вашу сторону, то, щедрот от своего партнера не ждите здесь. Вот в этом и кризис. Поэтому, в чем кризис? Тратить на себя, а на вас тратить не будут. Вот весь кризис. Ну и, возможно, кризис в том, что вам придется отдавать то, чего вы отдавать не хотите. Вот так вот. Но из-за любви к себе или кому-то, да, к окружению вам придется это отдавать. Ну или тратить. Да, вот так. Хорошо, следующий дом – это дом ваших целей. Ну вот у нас вот тут волнуются некие цели какие-то, да. Давайте смотреть. Ваши цели – это ваше, скорее всего, обучение. Необходимо, возможно, придется вам пересмотреть ваши базовые знания, да, и, может быть, это будет переквалификация, повышение квалификации, переобучение, переподписание каких-то договоров, перезагрузка связей каких-то, перезагрузка контактов. Вот это все может происходить у вас в ближайшее время. То есть вы будете обретать новые знания, новое образование и новые связи. Вот так вот. Но также вашей целью, возможно, будет налаживание связи с родителями, особенно с отцом, может быть, с родственниками отца. Почему? У вас мужчина зеркалит иерофанту. Иерофант – это папа или отец, это часто архетип отца сюда идет, и часто коммуникация с родом по линии отца. Может быть, это брат, то есть вы с кем-то будете общаться. Иерофант – это еще всегда общение, поэтому вас ждет, ваша цель будет, вашей целью будет общаться с мужчиной, с родственником, с папой, с братом, с каким-то мужчиной по роду. Но, может быть, это общение с мужчиной, который каким-то образом связан с высшими силами. Может быть, это ваш психолог, священник, или человек, который имеет контакт со знаниями свыше. А какие-то знания, это уже будут обстоятельства. Зависит от обстоятельств, которые будут складываться в вашей жизни. Может быть, это какой-то ректор какого-то университета, кстати, тоже может быть. Почему? Потому что у вас в доме высшего образования или в доме стрельца или в доме дьявола иерофант. Поэтому свет и тьма будут сталкиваться у вас в вашей жизни. И свет должен будет побеждать тьму. Это о чем? Это о том, что ваши знания должны преодолеть незнание. И вы что-то откроете для себя, что поможет вам дальше либо двигаться, либо достигать своей цели, либо преодолевать какой-то кризис в своей жизни. Окей? Следующий дом – карьеры. Карьеры или достижений каких-то. Да? В карьере и в достижении у вас затор. Потому что, возможно, у вас не хватит сил
Ну, возможно. Я говорю не потому, что о них возможно. И почему возможно? Потому что затор, да, то есть, может быть, вам сейчас вопрос карьеры или какого-то достижения на первый план не надо ставить. Почему так? Разные причины, но прежде всего психоэмоциональное состояние ваше будет и играть самое главное значение. Свеча немножко, да, дисбалансирует фокус. Поэтому, возможно, вам на какой-то период нужно отказаться от какой-то цели, и, может быть, вы ее и достигнете, но не за месяц. Не в этом, не в самый короткий промежуток времени, не в ближайшем месяце, не завтра. А вам, может быть, нужно будет подождать, получить какие-то фрустрации, прожить какие-то фрустрации, да. А в кар'єрі у вас, как минимум, как говорится, що занадто, то не здраво, да. Є таке прислів'я, то есть, ну, или не кажи гоп, доки не перестрибнеш. Скажу так, больше по этой карте 4 кубков в доме карьеры, она как будто бы вам, это достижение, оно вам как будто бы не идет, не нужно, или вы его не замечаете. Но как минимум, если вы очень хотите достичь этого, вам нужно быть очень внимательным и не отвлекаться вообще ни на что другое, кроме карьеры. А у вас с родными, близкими и с вашими энергиями очень серьезная, как бы такая там связка такая серьезная, да. Поэтому, возможно, вам будет не до карьеры и не до достижений, потому что у вас вот будет вот тут прямо вот в этих 2/3, да, первых 2/3 раскладываться, ну, развиваться такие события, что вам не до карьеры и не до конечного результата, а как бы и вот как он будет, да, как будет, так и будет. Поэтому давайте так скажем, заглядывать в дальнее будущее и говорить о каком-то результате, что он вот точно будет, и он будет точно позитивный, ну, пока преждевременно, да, особенно в доме карьеры или в доме достижения результата. Следующий дом, ну, а как же ж вы будете выглядеть, да, и на что вы будете похожи в результате, да, дом, это у нас получается дом Водолея. Какое лицо вы будете при этом всем иметь? Ну и вот оно, 5 мечей. То есть вы рискуете еще при этом, при всем проиграть. Вот так вот. Видите, не розовый расклад, но для чего-то это. Давайте смотреть, для чего это. 12-й дом. Смотрите. Если вы и выиграете, по этой карте, то вы можете иметь вид такого не самого хорошего человека. То есть для того, чтобы вам выиграть, вам, может быть, придется потерять лицо или пойти на какие-то ухищрения, ну, не на самые хорошие поступки в своей жизни. То есть выглядеть вы будете, если победителем, то негодяем, да, или мерзавцем. Вас будут так считать, а вы-то будете исходить из любви к себе, помните об этом. Поэтому смотрите, в конечном итоге вы можете оказаться проигравшим, но для того, чтобы им не оказаться, вам нужно будет, ну, может быть, пойти на сделку либо со своей совестью, в доме Стрельца это дьявол, либо с самим дьяволом и так далее. То есть пойти на сделку, давайте скажем, с совестью все-таки. Да? Вот так вот. Поэтому кто-то, может быть, и будет вас обвинять, но в конечном итоге, наверное, любовь к себе победит. Поэтому расклад еще не завершен. Мы подходим к дому скрытого. А в доме Водолея как вы будете выглядеть? Неважно, как вы будете выглядеть. Главное результат. Но для того, чтобы его добиться, надо пойти на сделку с совестью, с дьяволом или с обстоятельствами. Или исходить из любви к себе. Что выберете вы, можете написать в комментарии. Я всегда читаю, мне всегда интересно. Хорошо.
Дом 12. Чего вы не видите? Что будет влиять на вас в ближайшее время или уже влияет на обстоятельства? Да? Скрытое. 4 жезлов. Очень хорошая карта. Я не скажу, что на вас что-то прям такое влияет, но чего вы не видите? Вы не видите покоя, тепла и уюта. И, возможно, к этому и стоит стремиться, проходя весь круг испытаний в ближайшем будущем. Будете ли вы к этому стремиться и видите ли вы покой и уют? Ответ напишите в комментарии, а я вам желаю, чтобы в конечном итоге, пройдя весь этот круг, исходя из любви к себе, вы наконец-то увидели этот покой, этот уют, это тепло, и ваша улитка, и ваше колесо вашей фортуны, вашей судьбы привело вас к любви, уюту, покою, теплу и вашему жилью, вашему дому, вашей квартире і к тому месту, где буде тепло, любимо і уютно. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, до зустрічі, па-па.